Всем привет, это Буравида с Настей. Сегодня я хочу завершить тему аренды жилья в Коста-Рике. В предыдущих видео я уже рассказывала о том, как мы арендовали апартаменты в районе Родео и о том, как переехали в столицу Коста-Рики, город Сан-Хосе. Нам очень понравилась насыщенная событиями жизнь в столице, но после того, как восстановился наш бизнес в интернете, мы все чаще стали задумываться, что живем как-то совсем вдали от природы, которой так богата Коста-Рика. При этом далеко от Сан-Хосе нам тоже уезжать не хотелось. Но мы знали, что цены на аренду в безопасных пригородах столицы очень высокие. Жилье в городах Санта-Ана, Эсказу, Сьюдад-Колон довольно приличное и стоит в основном от $700 и выше. Для нас это было слишком дорого, поэтому мы даже и не пытались ничего искать до поры до времени. А когда наконец решили все-таки посмотреть, что там предлагают в интернете, буквально сразу нашли объявление на Фейсбуке. Сдам комнату с отдельным входом и собственной ванной в Сан-Боско за 80 тысяч колон, то есть за $130. Фотографии и цена были достаточно привлекательными для того, чтобы захотелось поискать это место на карте. Оказалось, что находится оно в 1 километре от центра города Сьюдад-Колон, который нам был очень хорошо знаком, ведь наше первое жилье мы снимали в той же стороне, только в 6 километрах от этого города. Недолго думая, мы позвонили по объявлению и договорились о встрече прямо сегодня. На этот раз мы доехали на автобусе из Сан-Хосе прямо до места. И не без помощи хозяев нашли нужный дом. Он был огромный. Весь первый этаж занимали хозяева, молодая семья с 3 детьми. А на втором располагались 2 небольшие, но очень уютные квартиры со свежим ремонтом, 2- и 3-комнатная. Двухкомнатную с мебелью хозяева сдавали за 120 тысяч колон, но для нее жильцы уже нашлись. А в 3-комнатной 2 комнаты использовали для хранения вещей, они были закрыты на замок, а основную сдавали за 80 тысяч колон. Комнатка была небольшая, но с отдельным входом, кухней, очень светлая, были даже встроенные шкафчики, ну и, конечно, отдельная ванная комната с душем, водонагревателем и туалетом. Стоимость аренды уже включала в себя коммунальные услуги и Wi-Fi интернет. Кстати, очень даже неплохой. Кроме того, в нашем распоряжении были стиральная машина и раковина для стирки, которые находились прямо во дворе. Дом охранялся с помощью системы видеонаблюдения, поэтому нигде не было никаких решеток, все открыто и безопасно. А вокруг леса, луга, горы и очень живописная природа, по которой мы так соскучились. В общем, сразу же после осмотра мы решили переехать. Заплатили залог, чтобы хозяева не сомневались в нашем решении, завершили свои дела в Сан-Хосе и через неделю расположились на новом месте. К тому времени
У нас уже была кое-какая мебель и посуда. Мы обустроили нашу новую квартирку, и она стала очень даже уютной. Такой же уютной нам показалась и сама деревня Сан-Боско, совсем маленькая, из одной круговой улицы до нескольких переулков. Но несмотря на это, здесь были своя школа, продуктовые и промышленные магазинчики, закусочная, кулинария, церковь, большой плавательный бассейн и даже технический колледж. Несколько раз в день по Сан-Боско даже зачем-то ездил автобус, хотя всю деревню можно было обойти пешком минут за 20. Мы им ни разу не пользовались, поэтому маршрут так и остался для нас неизвестным. Но самое главное, всего в 15 минутах ходьбы находился Сьюдад-Колон, город, в котором была вся необходимая нам инфраструктура. До него можно было доехать на автобусе за 5 минут, но наша работа за компьютером вынуждала нас очень много сидеть, поэтому мы предпочитали ходить пешком. 5 минут по деревне, 10 вдоль кофейных плантаций, и мы уже в городе. И Сан-Хосе всего в часе езды. Очень удобно. Многие жители Сан-Боско держат разных домашних животных – собак, кошек, кроликов, разную домашнюю птицу, коров и лошадей. Некоторые имеют большие земельные участки и выращивают разные сельскохозяйственные культуры. Мы видели кукурузу, разные виды капусты, зелень. А в нашем дворе сами по себе росли мандарины, физалис, папайя и бананы. Кстати, ради эксперимента мы тоже пытались вырастить овощи из семян.
Огурцы, помидоры, перец, салат. Но у нас ничего не получилось. Все дружно взошло, потом росло, но вдруг через какое-то время также дружно погибло. Чего им не хватило, непонятно. Ведь даже колышки, которые однажды строители воткнули в землю вокруг колодца, через месяц зазеленели. Окна в нашей комнате выходили во внутренний двор, где росли какие-то ягодные деревья. Можно было прямо не выходя из дома наблюдать за белками и разными интересными птицами, которые прилетали за ягодами. А окно в ванной у нас было без сетки, и туда частенько залетала разная живность. Осы и пчелы, большие, маленькие, огромные жуки, кузнечики, похожие на листочки, бабочки и пушистые мотыльки всех размеров. Если оставить дверь открытой, то в гости мог зайти хозяйский петух со своими курицами. Кстати, для них во дворе был построен небольшой курятник, но там они только цыплят высиживали. Обычно же днем курицы гуляли по лесу, ночевали на деревьях, а по утрам будили нас своим кукареканьем. Хотя со временем мы привыкли и даже перестали просыпаться от этого. Говорят, в этом районе есть змеи, но нам повезло, мы их ни разу не встречали. В общем, Сан-Боско – это самая обычная деревня, тихая и спокойная, с нежарким климатом и чистейшим горным воздухом. Из минусов могу отметить, что частенько, примерно раз в неделю, по вечерам на пару часов отключалось электричество после сильных дождей, и мы сидели в темноте и без интернета. Иногда отключали еще и воду из-за ураганов или каких-то ремонтных работ. Но на этот случай у дороги стояла огромная канистра, которую наполняли привозной водой. А еще у нас не было холодильника. И это, конечно, было не очень удобно, но зато стимулировало каждый день гулять до магазинов Сьюдад-Колон. Сан-Боско – это последнее место, где мы жили в Коста-Рике. Конечно же, нам там понравилось. И мы очень благодарны нашим замечательным и веселым хозяевам, с которыми подружились. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пура вида!